Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим самые главные ошибки при назначении витаминно-минеральных добавок при выращивании щенков и как избежать этих ошибок. Ошибок имеется несколько, и я бы даже сказал, что в основном это две самые большие и распространенные ошибки. Этих ошибок можно легко избежать, если знать несколько ключевых моментов. Первая ошибка – это закармливание щенков. Эту ошибку я уже рассматривал в одном из своих предыдущих видео. Не буду сейчас на этом долго останавливаться. Суть ее сводится к тому, что очень многие владельцы щенков считают, что если щенок очень быстро растет, то это очень хорошо. Это далеко не так, и я об этом подробно рассказывал, что собака – это не свинья, и быстрый рост ей абсолютно ни к чему. Она должна расти так, как это предусмотрено стандартами породы. Иначе это может привести к очень серьезным последствиям. Вторая ошибка кроется в неполном понимании механизмов обмена фосфора, кальция и витамина D в растущем организме щенка. Большинство владельцев знает, что период роста щенка очень интенсивно идет формирование его скелета и мышечной массы. И что наиболее востребованным в этот период являются фосфор и кальций. Также многие слышали, что в организме щенка должно быть достаточно и витамина D, иначе у собаки может быть рахит. В последнее время многие еще и наслышаны, что для роста суставов надо щенку давать глюкозамин с хондроитином. Витаминно-минеральные добавки с этими элементами стали уже почти неотъемлемой частью при выращивании щенков. Уже и на кальций с фосфором многие не обращают внимания. Это неправильно. Попробую понятно все разложить по полочкам. Я вам скажу так, что механизм обмена фосфора и кальция сам по себе не настолько сложный для понимания, чтобы в чем-то не разобраться. А главная сложность здесь кроется в том, что вокруг этого вопроса очень много искусственно созданных моментов, что даже и понятные вопросы становятся непонятными. Очень часто добавки назначают не совсем правильно, когда вместо правильных рекомендаций по минеральным добавкам назначают что попало. Но только не то, что действительно надо для правильного роста и развития щенка. Этому есть две причины. Это и маркетинг, то есть желание впихнуть владельцу хоть что-либо, и просто элементарное незнание сути вещей. Ведь далеко не всегда у тех, кто вам советует те или иные добавки, есть достаточный уровень знаний, чтобы что-то рекомендовать другим. Так вот, для нормального функционирования организма надо много всевозможных микро- и макроэлементов. Практически вся таблица Менделеева нужна. Но все это необходимо в небольших количествах, и все это содержится в кормах. Особенно в сбалансированных кормах. И тот же фосфор и кальций необходимы организму не только для построения скелета. Например, ионы кальция стабилизируют клеточные мембраны, входят в состав межклеточных связей при тканеобразовании. Помимо этого, кальций – это основной элемент механизма свертывания крови, активатор для различных гормонов и ферментов. Фосфор входит в состав фосфолипидов, из которых состоит клеточная мембрана. Также фосфор входит в состав АТФ, аденозин-трифосфорной кислоты, универсальный источник энергии для биохимических процессов всего организма. Фосфор улучшает всасывание глюкозы в кишечнике, поддерживает кислотно-щелочной баланс в организме. То есть и фосфор, и кальций отвечают за очень многие процессы, которые происходят в организме. И это я вам назвал далеко не все ситуации, в которых задействованы фосфор и кальций. А главный вывод из этого в том, что несмотря на все это многообразие реакций, вызвать все эти нарушения практически невозможно. Даже в самом скудном рационе, даже в несбалансированном рационе хватает и фосфора, и кальция для выполнения всех этих функций. Достаточное количество кальция и фосфора в рационе и их правильное соотношение критически важны для построения скелетно-мышечной массы растущего организма. Причем правильное соотношение кальция и фосфора в рационе даже намного важнее, чем их достаточность. И очень часто так бывает, что собаки, которых кормили не совсем правильно, но не было перекоса в соотношении кальция и фосфор, вырастают с более правильно сформированным скелетом и отсутствием всевозможных дисплазий и остеохондрозов, чем те щенки, в которых не знали, что упихнуть. То есть и кормили хорошо, и витаминно-минеральные добавки добавляли, а проблемы с опорно-двигательным аппаратом возникли. Теперь смотрите, почему так бывает. Оптимальное соотношение кальция и фосфора в корме для собак 1,25 к 1. Это идеальное соотношение, необходимое для здоровья животного. Что получается на практике, когда мы кормим щенка натуралкой?
Как правило, мясо занимает до 60%, а иногда мясо и больше дают сердобольные владельцы. Так уж сложилось, что мы всегда мясу уделяем намного больше внимания, чем всем остальным продуктам. Обычно мясные рационы содержат кальция в очень низкой концентрации, порядка 20 мг на 100 грамм мяса, и значительно более высокую концентрацию фосфора, приблизительно 300 мг на 100 граммов мяса, что обеспечивает соотношение содержания кальция и фосфора равное 1 к 15, 1 к 20. В мясе других животных соотношение кальция и фосфора находится приблизительно на том же уровне. В крупах и молочных продуктах содержится в несколько раз больше кальция, чем в мясе. Например, в 100 граммах риса содержится 40 мг кальция и грамм 300 фосфора. А в 100 граммах творога кальция содержится 85 мг и 165 мг фосфора. Как мы видим, соотношение этих элементов с включением в рацион молочных продуктов и круп все равно не приводит к установлению требуемого баланса. И обеспечить физиологически полезное соотношение этих элементов достаточно сложно, без использования специальных минеральных добавок. Если при натуральном типе кормления щенку ничего не давать, то у него в результате дефицита кальция будет развиваться вторичный гиперпаратиреоидизм. Это проявляется тем, что из костей в крови начинает интенсивно выделяться кальций. При этом кости становятся хрупкими, возникает остеодистрофия. Понятно, что при таком состоянии и особенно при перекармливании животного, у животного начинают неправильно развиваться хрящи, что ведет к дисплазии и к деформации костей. У нас сейчас все читают, по интернету шарятся, где-то что-то слышали, что если есть деформация костей, то это значит, что это рахит. А тем более у многих на памяти еще совсем свежие воспоминания, каким в детстве профилактировали возникновение рахита дачей рыбьего жира. Да, действительно, рахит возникает при недостатке фосфора, кальция и витамина D. Но в данном случае никакой это не рахит. Это проявление вторичного парагипертиреоидизма, который вызван недостатком кальция. Доказано, что в современных условиях, даже при несбалансированном кормлении, практически невозможно вызвать рахит. Так вот, многие владельцы, которые наслышаны об опасности рахита и в целях его профилактики, начинают своим щенкам дополнительно вводить витамин D в рацион. И зачастую это происходит по принципу: чем витамина D в рационе больше, тем лучше. А тем более, что этот витамин совсем недорогой. Более того, как правило, витамин D дают не в чистом виде, а в сочетании с витаминами А и Е. Все это жирорастворимые витамины, и они имеют свойство накапливаться в организме. Поэтому я в своей практике чаще наблюдаю не витаминную недостаточность, а именно отравление жирорастворимыми витаминами. И порой бывает очень сложно разобраться, а какой же конкретно витамин вызвал интоксикацию. Нельзя перебарщивать с витаминами, особенно жирорастворимыми. И следует помнить, что в современных условиях недостаток в витаминах вряд ли может быть. А вот передозировать жирорастворимые витамины вы можете очень легко. Если вы выслушали меня, сделали вывод, что это сложновато, то еще раз просмотрите видео. Ничего сложного в этом нет. Просто в рацион надо добавлять кальций в необходимом количестве. Все эти нарушения возникают только при его дефиците. Причем организм щенка устроен так, что если кальция будет много в рационе, то его всасываемость будет на уровне 10% от того, что есть в корме. А если мало, то будет всасываться до 90%. Вот так разумно устроен организм. И весь смысл в том, чтобы дать собаке такое количество кальция, чтобы даже при минимальном количестве его в рационе организм щенка получал его необходимое количество, которое бы обеспечивало оптимальный уровень соотношения фосфора и кальция. Есть у меня еще и очень интересный опыт и данные по поводу глюкозамина с хондроитином, которые сейчас очень модные и входят в состав многих добавок. Не все там так однозначно, как трубит маркетинг, но, увы, лимит времени этого видео уже исчерпан, поэтому рассмотрим эту информацию уже в следующем видео. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!